Здравствуйте, с вами Лариса Левинская, и сегодня я хочу порекомендовать большинству из вас к прочтению книгу «Алмазный график», автор Гише Майк Роуч. Знаете, есть такие книги, которые не каждому посоветуешь прочитать. Если у человека единственная радость жизни на досуге полежать на диванчике с пивком, посмотреть телевизор, то эта книга ему вряд ли заинтересует. Он, я уверена, не осилит ее весь объем, а после этого чтения еще скажет, что за чушь собачью мне порекомендовать. Если же вы хотя бы раз задавались вопросом, а для чего, а в чем смысл, тем более, если вы ни на минуту не останавливаетесь в своем развитии, я вам настоятельно советую найти время и прочитать эту замечательную книгу. Автор ее уникальный и заслужит того, чтобы рассказать несколько слов о нем, о его биографии. Майк Роуч – это наш современник, ему 62 года. Он после получения образования в Америке 2 года изучал в удаленных монастырях на Тибете и получил звание Гише. Это магистр буддийских наук. Но по настоянию своего наставника духовного он покинул храм буддийский, отправился в мир бизнеса, вернулся в Америку и развивать именно алмазный бизнес. И достиг определенных высот в этом бизнесе, именно используя лучшие знания тибетских мудрецов. Если компания, которую он возглавлял, изначально займ получил для открытия бизнеса алмазного, это было $50 тысяч, то спустя 13 лет годовые обороты этой компании составляли уже $100 миллионов. Можете сравнить. Это я все говорю о том, что работают принципы, которые используют буддизм, несмотря на то, что вещи довольно несовместимые понятия. Это духовность буддизма, духовность религии и наш прагматизм бизнесмен. Единственное, что я вас предупрежу, будьте готовы к тому, что первые главы книги, первые 4 главы будут посвящены алмазному бизнесу. Автор ведет вас в закулисье алмазного бизнеса, расскажет, как не просто добываются бриллианты, как их ограняют, в каких условиях работают сотрудники рядовые, для того, чтобы на колечке женщины красовался бриллиант. Но наберитесь терпения, продолжайте чтение, и затем перед вами раскроется вся мудрость буддизма. Майк Роуч расскажет вам о 46 бизнес-проблемах, способах мышления. Даже если вы не занимаетесь бизнесом совсем, все равно я вам советую уделить внимание этой книге, поскольку большинство бизнес-проблем, они все-таки связаны с областью отношений. А отношения, они сопровождают нас постоянно, от рождения до самой смерти, независимо от того, являетесь вы бизнесменом, либо просто являетесь работником по найму. Очень много мудрости, которые раскрывает перед нами Майк Роуч, практических рекомендаций, методик по устранению проблем, а также буддийских практик. Практика молчания, которая необходима любому человеку, практика круга, практика недельного круга, практика лесного круга. Майк Роуч также дает рекомендации при рекрутировании человека на работу. Будь то инспектор отдела кадров, вы как бизнесмен нанимаете человека на работу, либо вы сидите и строите себе команду. Я эту рекомендацию приняла к сведению, очень исходительный совет. Я думаю, что я вас заинтриговала. Всем приятного чтения книги «Алмазный график» Гише Майк Роуч. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи!